Ну, комментировать вчерашний бой. Ну, получается, во сколько? Где-то часа в 4 утра нас подняли по боевой, потому что по нам начала работать артиллерия. То есть начала работать артиллерия, соответственно, мы все вышли в боевую, занимать оборону, так как была ориентировка, что в скором случае у нас будет наступление со стороны противника. Мы выдвинулись на позиции, получается, отработала наша артиллерия по ихним точкам. Ну, мы решили сделать контрнаступление, так как наша артиллерия ихние позиции нормально погасила. То есть, соответственно, мы решили, что если без поддержки артиллерии ихней, мы сможем зайти. Но зайти у нас не получилось, потому что количество их превосходило нас. Соответственно, мы просто держали оборону. Потом со стороны Курахова и этого острова, Красногоровки, ну, они подключили дальнейшую артиллерию и тупо закидали всем, чем возможно. Дальнобойные гаубицы, минометы 120-е, ну, то есть такой вот. Ну, слушай, вот весь бой. По большому счету, просто нас обкидывали, они на конкретные, ну, то есть, перестрелки они не выходили, они все прятались за своей артиллерией. В этот раз они решили обстрелять очень много, то есть, большим количеством артиллерии они обстреливали. Работали их грады, работали их минометы, то есть, и по этому всему мы решили, что это, скорее всего, будет прорыв. Почему? Потому что они так, ну, когда такое происходит, когда много артиллерии работает, в скором времени они начинают наступать. И мы подумали, что это, ну, прорыв, и собрали силы. То есть есть приказ, у нас полная боевая, держим оборону. Я могу начинать, да? В общем, мы, когда нам дал приказ командир о том, что будет сейчас нападение, мы распределились по позициям. Вот. Единственная наша проблема в том, что мы думали, что стрелковым будут работать. Начали работать с танков по нам. Танки, минометы 120-е. Это реально накрывали нас очень серьезно. Это вы должны слышать и знать это. То есть вы должны увидеть это все. Вы сегодня проедетесь по позициям, вы все поймете, вам то же самое расскажут. Вот. И по информации разведки, очень много подтянулось сюда, около на Марьинке и на Новомарьинке. Около 3000 сейчас бойцов ВСУ, ну, может, не ВСУ, а правого сектора, Азова и так далее, националистов. Нам информация пришла такая, что они подтягивают свои силы, чтобы нас завоевать. Это единственное, что информация пришла такая. На данный момент сейчас очень много от Григорьевки и от острова стоят 3 колонны. Стоят ВСУшники, ну, мы думаем, что ВСУшники. Стоят 4-осники. 4-осники. Это получается что-то серьезное стоят. Никто не знает, ну, местные жители боятся говорить вообще о чем-то таком, но 4-осники. А 4-осники, вы сами понимаете, что это такое. Это около Буков.